Всем привет, меня зовут Люба. Сегодня мы с вами вяжем вот такую небольшую сумочку-клатч. Отличный вариант для вечерних прогулок и для любых мероприятий, когда не нужно брать много всего. Ее размер примерно 21 сантиметр в ширину. В сложенном виде высота примерно 14 сантиметров. Ее полезная глубина около 13 сантиметров. Вот так. Для вязания нам понадобится полиэфирный шнур 3 мм. Можно взять трикотажную пряжу, либо хлопковый шнур. Крючок номер 4, маркер, ножницы и сантиметровая лента. Для начала формируем скользящую петлю или кольцо амигуруми. Для этого кладем свободный кончик на пальцы с внутренней стороны ладони, оборачиваем рабочей нитью руку, и получается вот такая конструкция. Дальше за свободный кончик, под свободный кончик мы заводим крючок. Захватываем рабочую нить, вытягиваем, перехватываемся и провязываем первый столбик без накида. Мы получили скользящую петлю, то есть мы тянем за свободный кончик, петля уменьшается либо увеличивается. Сейчас в кольцо нам нужно провязать еще 5 столбиков без накида. Один уже есть, всего должно быть провязано в первом ряду 6 столбиков без накида и еще 5. Вставляем крючок в кольцо, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем. 2. В кольцо захватываем, провязываем. 3. 4, 5 и 6. Пересчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно также пересчитать по косичкам. Разворачиваем косичкой к себе. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 это хвостик. Сейчас тянем за свободный кончик и стягиваем кольцо. Нам нужно стянуть не в кольцо, а чтобы у нас образовалось вот такое полукольцо. Вот такое полукольцо. Вот это центральное отверстие пока затягивать не буду, чтобы мне было удобнее вязать. Мы потом его стянем позднее. Продолжаем вязать второй ряд. Подтягиваем вот эту последнюю петлю. Делаем воздушную петлю или петлю подъема. Разворачиваем вязание. Сейчас мы на изнаночной стороне. Сейчас нам нужно провязать вот в эту косичку за заднюю полупетлю, вот за эту, 2 столбика без накида сюда. Вставляем крючок и провязываем 2 столбика без накида. В следующую косичку мы провязываем тоже 2 столбика без накида за заднюю полупетлю. Вот одна половинка, вторая за заднюю. Вот она. Вставляем крючок и провязываем 2 столбика без накида. Раз. 2. Следующую косичку мы провязываем 3 столбика без накида. Вот у нас следующая косичка. За заднюю полупетлю в этот столбик мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и сюда же 3. Не старайтесь вязать слишком туго, потому что при таком вязании у нас могут образовываться сильно большие отверстия. Нам этого не нужно эффекта, поэтому я вяжу довольно расслабленно, чтобы не стягивало вязание. Провязали 3 центральные столбика, 3 центральных столбика и второй посередине, который вот первый,
первый, второй и третий. Второй мы отмечаем маркером. Это будет у нас вершина треугольника. Продолжаем вязать. В следующую косичку мы провязываем 2 столбика без накида за заднюю полупетлю. 2 столбика. 1, 2. И в последнюю косичку, вот она, за заднюю полупетлю мы провязываем тоже 2 столбика. 1 и 2. Во втором ряду у нас получилось 11 столбиков без накида. Первую петлю подъема мы не считаем. Продолжаем вязание. Снова делаем петлю подъема. Разворачиваем вязание. И снова за заднюю полупетлю мы провязываем 2 столбика без накида. Находим первую косичку, куда мы вставлять будем крючок. Вот она. Вот сюда. Покажу повнимательнее, посмотрите. Вставляем крючок за заднюю полупетлю. Мы все время будем провязывать за заднюю полупетлю. Провязываем 2 столбика без накида. Второй сюда же. 2 столбика. 1, 2. Сейчас следующие столбики 4 мы будем провязывать по 1 столбику без накида. Вставляем за заднюю петлю крючок и провязываем 1 столбик. Следующий 1, 1 и еще 1. То есть по одной стороне треугольника у нас сейчас 4 одинарных столбика. Убираем маркер, обозначающий вершину треугольника. И сюда провязываем также за заднюю полупетлю 3 столбика без накида. За заднюю полупетлю 1, сюда же 2 и сюда же 3. 3 столбика без накида. И центральный столбик вот из этой троицы 1, 2, 3 мы помечаем маркером. Обозначили середину. Продолжаем вязать. Сейчас в следующие 4 столбика мы провязываем по 1 столбику за заднюю полупетлю. 1, 1, 1 и 1. То есть 4 одинарных столбика. Вот это у нас утроение. 1, 2, 3, 4 одинарных. И в последнюю косичку, вот она, мы провязываем 2 столбика без накида за заднюю полупетлю. 1 и сюда же 2 столбик без накида. Вот такой треугольник получается. Увеличение треугольника у нас происходит за счет утроения, то есть вот она вершина, и за счет удвоений в начале и в конце вязания. Петля подъема. Разворачиваем вязание. Снова провязываем 2 столбика без накида в 1 за заднюю полупетлю. 1, сюда же 2. И сейчас одинарных столбика мы будем провязывать 6 штук. То есть в следующие 6 столбиков без накида мы будем провязывать по 1 6 столбиков. За заднюю полупетлю 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали. Убираем маркер. И вот в этот центральный столбик
вот за эту косичку, мы провязываем 3 столбика без накида за заднюю полупетлю. Все вязание у нас за заднюю полупетлю. 2 и 3 столбик сюда же. Второй столбик из этого утроения мы помечаем маркером для обозначения верхушки треугольника. И сейчас следующие 6 столбиков, 6 косичек мы будем за заднюю полупетлю провязывать по одному столбику без накида за заднюю полупетлю. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В крайнюю косичку, вот она, за заднюю полупетлю мы провязываем 2 столбика без накида. 1 и сюда же второй. Снова делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и провязываем самый первый столбик за заднюю полупетлю, 2 столбика без накида за заднюю. 1 и 2. Сейчас последующие 8 столбиков без накида, 8 косичек за заднюю полупетлю мы провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Убираем маркер и вот в эту вершину мы провязываем 3 столбика без накида. 1, сюда же 2 и сюда же 3. И как обычно, второй столбик утроения мы помечаем маркером. Вот он, 1, 2, 3. Второй мы отмечаем маркером. И снова 8 столбиков без накида мы провязываем по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И в последний мы провязываем 2 столбика за заднюю полупетлю, 1 и сюда же второй. Готово. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. В самый первый мы провязываем 2 столбика без накида за заднюю полупетлю, за заднюю, 1 и сюда же второй столбик. И сейчас по прямой стороне треугольника мы будем вязать 10 столбиков без накида. В каждый столбик будет по одному столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Убираем центральный маркер. Провязываем в верхушку треугольника 3 столбика. 1, 2, 1, 2 и 3. Отмечаем второй столбик маркером.
И снова провязываем 10 столбиков без накида. И в последний столбик провязываем 2 столбика без накида. Раз, и сюда же второй. Делаем петлю подъема. Такого размера у нас уже получился треугольник. Сделали петлю подъема, разворачиваем вязание и повторяем все то же самое, только по вот этим прямым сторонам треугольника у нас будет уже 12 столбиков без накида, без удвоений по прямым сторонам. Снова делаем удвоение. 1 и 2. 12 одинарных столбиков без накида за заднюю полупетлю. Убираем маркер, провязываем сюда 3 столбика без накида за заднюю полупетлю. 1, 2 и 3 сюда же. Отмечаем второй столбик вот в этом утроении. Вот он. И снова провязываем 12 столбиков по вот этой стороне треугольника. 1, 2, 12. И в самую последнюю косичку провязываем удвоение. 1 и сюда же 2. Снова делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. И делаем все то же самое. Крайний мы провязываем 2 столбика без накида. Сейчас провязываем по прямой стороне треугольника 14 одинарных столбиков. В последний провязываем также 2 столбика в один. И там, где у нас помечено центральный столбик маркером, мы сюда делаем утроение. У нас идет увеличение треугольника за счет вот этих вот 2 удвоений, то есть с одной стороны и с другой стороны, и за счет утроения верхушки треугольника на верхушке. И вяжете треугольник необходимый вам размер 16. И в последний мы вяжем 2 столбика без накида. И второй. Снова делаем петлю подъема. Разворачиваем вязание. Делаем удвоение первого столбика за заднюю полупетлю, за заднюю стенку косички. Раз, сюда же второй. Сейчас по прямой стороне провязываем 18 одинарных столбиков без накида. Делаем утроение центрального столбика, то есть вершина треугольника. Снова 18 одинарных столбиков и самый последний мы удваиваем. Сейчас ширина треугольника получилась примерно 22 сантиметра. Если хотите сумочку немножко побольше, провяжите еще ряд, может быть даже 2. Для меня такой маленькой сумочки будет достаточно. Сейчас мы будем провязывать основную часть сумки. Сейчас нам нужно вот этот неровный край обвязать. Для этого делаем петлю подъема. И в первый столбик вот этого последнего ряда у нас, который идет, самый крайний столбик, мы сюда вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Провязываем не очень туго. Если мы будем сильно плотно вязать, то вот это место очень сильно вот так вот стянется.
и сумочка будет неровная. Поэтому вяжем достаточно расслабленно. В первый ряд мы провязали столбик без накида. Ищем второй ряд, вот он. И в удобное место вставляем крючок и провязываем еще столбик без накида. Ищем следующий ряд, первый, второй. Вставляем крючок. Следующий ряд. Следующий ряд. Следующий ряд. Плотно не вяжите, чтобы вот это вязание у нас все не стягивалось. И так до конца нам нужно провязать столбики без накида. Следующий ряд ищем удобное место для готово. Самый первый ряд. И в центральное отверстие мы его подтянем. Вот оно, центральное отверстие. Я уже стянула. Мы вставляем тоже крючок и делаем столбик без накида. Следующий ряд. И сейчас мы будем прятать вот этот кончик от центра, который идет, чтобы нам потом его отдельно не прятать. То есть вы выбираете удобное место, куда вам лучше присоединиться для обвязывания вот этого неровного края треугольника. Но с обеих сторон от центрального вот этого отверстия количество столбиков с этой стороны и с этой стороны должно быть одинаковым, чтобы сумка была симметричная. То есть в каждом ряду мы ищем крайний столбик и туда присоединяемся, провязываем столбик без накида. Мы сейчас вывязываем уже основную часть сумки. Кончик я больше прятать не буду, я его отрежу и спрячу потом. Так. И последний столбик мы провязываем. Все, вот такой вот треугольник у нас получился. Посчитаем общее количество столбиков. Я буду считать от центрального вот этого отверстия. Вот этот пока не буду считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и петля подъема 11. Пока не считаем центральный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 и центральный мы тоже посчитаем, то есть 11 плюс 11, 22 и центральный у нас столбик есть 23 столбика без накида получилось у меня. Сейчас мы будем вывязывать основную часть сумочки. Для этого мы делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и сейчас будем провязывать за заднюю полупетлю без прибавок, без убавок на необходимую длину сумки, на необходимый размер сумки. Мы вставляем крючок за заднюю половинку косички. И до конца ряда мы провязываем за заднюю
половинку косички, за заднюю половинку косички. Довязываю до конца ряда. Провязана 21 петля, 22 и 23. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и сейчас вставляем крючок вот в этот столбик за заднюю полупетлю. Обратите внимание, куда. И снова провязываем до конца ряда за заднюю полупетлю, за заднюю половинку косички. Довязываем до конца последний столбик. Делаем петлю подъема. И на необходимый размер сумочки вы вяжете рядами, без прибавок, без убавок, туда-обратно, за заднюю полупетлю. То есть у меня 23 столбика без накида. Я провязываю за заднюю полупетлю. Я провязала основную часть сумочки. У меня получилось 33 ряда. Вот этот первый ряд, когда мы обвязывали треугольную крышечку для сумки, я его не считаю. Итак, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Мы сейчас находимся на лицевой стороне сумки. Вот это лицевая сторона. Это изнаночная сторона. То есть ориентироваться можно по вот этому полукругу. Это изнаночная сторона, здесь у меня еще и хвостик остался. Сейчас нам нужно обвязать деталь, кроме вот этой нижней части. То есть вот эту стенку, полностью треугольную крышечку и вот эту стенку сумочки мы провязываем. И получается завершаем вязание сумки вот в этом месте. Сделали петлю подъема, находим следующий ряд. Вот он. И провязываем столбик без накида. Находим следующий ряд. Вот он. Вот этот следующий ряд мы провязываем за 2 полупетли. Находим следующий ряд. Вот такой бугорок. Следующий ряд вот такие 2 полупетли. Вот она. Вот так. Так, нет. Так, вставляем крючок за 2 половинки. Следующий ряд у нас вот он выглядит так. За бугорок. Следующий ряд также за 2 полупетли. И так чередуем до начала крышечки сумки. Одну половинку детали я обвязала. Сейчас без прибавок, без убавок мы обвязываем вот эту треугольную часть. Так, последний ряд я довязываю. Обвязываю основной детали. И переходим на провязывание треугольника. За заднюю полупетлю мы провязываем. И так продолжаем обвязывать. Я довязала до вершины треугольника и провязываю за заднюю полупетлю косички без прибавок в этом месте. Просто провязываю столбиками без накида, без прибавок. Я закончила обвязку сумочки. Осталось
осталось 2 столбика довязать, обвязать. Сейчас вытягиваем нить. И для сшивания сумочки, сшивания деталей нам понадобится пластиковая игла с широким ушком. Можно воспользоваться металлической иглой с широким ушком и тупым кончиком. У меня как раз на всю сумочку ушло примерно 100 метров. То есть остался вот такой небольшой остаток. Как раз мне хватит, чтобы сшить детали. Итак, вставляем в иглу, складываем лицевыми сторонами наружу. То есть это у нас изнаночная сторона. Вот у меня еще хвостик остался. И вот это лицевая сторона. Вот такого вида сумочка у нас будет. Сейчас складываем таким образом, чтобы вот этот последний ряд, вот он последний ряд, совпадал с рядом обвязки нашей крышечки сумочки клапана. Вот он наш первый ряд, вот он идет. И соединяем низ и вот с этим рядом обвязки крышечки. Для этого мы вот эту нить протягиваем через крайнюю вот эту петлю обвязки, которую мы обвязывали деталь. Вот она. Я ее немножко подтянула. Вот она. Мы протягиваем нить таким образом. И плотно ее стягиваем, то есть чтобы детали у нас соединялись прочно, плотно. И сейчас возвращаем иглу снова вот под эту петлю. У нас выходила нить из середины вот этой косички петли, из середины петли. Сейчас мы ее возвращаем под петлю, под нее, под петлю. И снова ее иглу заводим под эту первую петлю второй половинки сумки. То есть где у нас уже есть нить. Вот сюда же. И заводим. Протягиваем. И плотно подтягиваем, чтобы сумка у нас держалась плотно. Так, подтянули вот эту первую, получается, наш стежок и второй. Вот сейчас у нас все плотно. Видите? Сейчас возвращаем иглу в соседнюю косичку. Отсюда у нас выходила нить. Вот она, соседняя косичка. Получается дальняя деталь и ближняя деталь. Вот под первую косичку мы вставляем крючок, под нее, под обе половинки. И находим следующую косичку. Вот у нас была первая, мы находим вторую. И под нее заводим иглу и протягиваем нить. Прошиваем таким образом, чтобы нить, вот этот стежок, он у нас был с наружной стороны. Снова заводим иглу под следующую косичку, вот она. Находим следующую косичку на ближней детали, вот на этой. И протягиваем нить. Поправляйте нить, чтобы у нас не было узлов, каких-либо перекрещиваний, и плотно подтягиваем. Снова на дальней детали вот находим косичку следующую, на ближней детали находим тоже следующую косичку, вот она. То есть здесь уже было прошито, сюда под нее и протягиваем нить.
И снова подтягиваем. Если вы видите, что предыдущие стежки немножко ослабли, немножко их нужно подтянуть. И таким образом мы сшиваем до конца, до низа сумочки. Соединила я практически до конца. Остались последние 2 стежка. Это предпоследний. Подтянули. И осталось у меня 2 косички. На одной половинке и на другой. Сейчас, чтобы не делать слишком острый и некрасивый угол, он может вот так вот вытянуться. То есть вот это место будет торчать. Мы выворачиваем сумочку на изнаночную сторону. Возвращаем нить на изнаночную сторону. Протягиваем ее на изнаночную сторону. Подтягиваем хорошо, чтобы у нас шов не разошелся. И вот эти две последние косички мы протягиваем на изнаночной стороне. Сшиваем, вернее. Сшиваем на изнаночной стороне. Вот так выглядит на лицевой стороне это место. И сейчас закрепляем эту нить, чтобы она не распустилась, не растянулся у нас этот шов. Нить закрепляем удобным для вас способом. Я сделаю узел сейчас и спрячу нить. И обязательно это место я подошью, чтобы сумка у нас не разъехалась. Все, узел я закрепила. Сейчас отрезаем небольшой кончик. Если вы тоже вяжете из полиэфирного шнура, то подпалите кончик, чтобы его можно было спрятать, чтобы он не разъехался. И с изнаночной стороны этот кончик мы прячем. И не забудьте обязательно его подшить у основания. Вот здесь, где у нас он остался. Все, потом можно будет его допрятать. Выворачиваем сумку на лицевую сторону. Вот так получается. И таким же способом мы сейчас сшиваем вторую часть, вторую сторону. Только у нас нить будет выходить не из центра косички, а сразу мы будем ее заводить под вот эти вот под первую косичку обвязки. И будем сшивать обе детали. Нашли первую косичку от края сумки. Заводим иглу таким образом. И оставляем свободный кончик примерно 10 сантиметров, чтобы его можно было закрепить и спрятать. И делаем стежок вокруг этой петли, чтобы вот этот кончик закрепить, чтобы он у нас не болтался. Немножко мы его так закрепили. Таким образом, в конце вязания его нужно будет обязательно подшить и спрятать по ходу вязания. Находим ряд обвязки крышечки сумки. Вот он. Нашли мы петлю, косичку обвязки крышечки соответствующие. И заводим иглу под обе половинки косички. И снова иглу возвращаем под вот эту косичку. И прошиваем. Протягиваем нить. Закрепляем. И то же самое делаем, как и на противоположной стороне. Находим следующую косичку. Вот она. Следующую косичку дальней стороны. И также вытягиваем нить. Поправляем, затягиваем.
и затягиваем. Наша сумочка готова. Вот так она выглядит. Все кончики, которые у нас остались, их нужно спрятать. Вот такая небольшая сумочка получилась, сумочка-клатч. В качестве замочка можно сделать магнитную кнопку, пришить ее нитками в тон. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился и вы поставите пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео. Пока-пока!